Катастрофа в любимом месте Путина. Срочная отмена всех визитов. Глава Кремля испугался не на шутку. Самая серьезная угроза с начала войны. Зеленский получил удар, откуда не ожидал. Открытие нового фронта. Экстренное усиление армии. Секретное оружие отправилось на фронт. Катастрофическое решение командования РФ окончательно теряет еще один рынок. Истребители НАТО открыли огонь, а президента европейской страны заподозрили в шпионаже. Все, что нужно знать 21 августа. Доброе пятничное утро. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, а мы начинаем новый выпуск с главных новостей. Это «Нехта». Я Дарья Петрова. Поехали. Война пришла на любимый черноморский курорт Владимира Путина. С таким заголовком вышла статья издания Financial Times. Сирены воздушной тревоги, взрывы, пожары, нефть в воде и очереди за бензином. Все это стало частью летнего отдыха для многих россиян. Потому турпоток в Сочи упал почти на 11% за год, продажи авиабилетов на 40%, а бронирование в отелях минимум на 20%. Россиянам курорт почему-то разонравился. Угроза также отпугнула самого известного отдыхающего в регионе Владимира Путина, у которого в Сочи официальная резиденция, а под Геленджиком – дворец. Он не был в Краснодарском крае уже 322 дня. Рекордная пауза, если учесть, что в предыдущие 2 года он приезжал туда стабильно по 2 раза в год. Последний раз на публике в Сочи Путина видели в октябре прошлого года, и с тех пор он заметно ограничил свои перелеты. Хотя в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, хозяин Кремля заметно активизировал поездки по стране, но подальше от украинских беспилотников. Большую часть времени он теперь проводит к востоку от Урала. Самая серьезная угроза для Зеленского с начала войны. Новый фронт открылся там, где его не ожидали. The Wall Street Journal пишет, что лидерству Зеленского угрожает собственное окружение. Так западные аналитики оценили недавнее видеообращение Михаила Федорова, где тот раскритиковал коррупцию, бюрократию и кумовство во власти. И фактически потребовал провести выборы даже во время войны. Издание также пишет, что переговоры Зеленского с бывшим министром о новой должности закончились безрезультатно, а сам Федоров может стать потенциальным лидером оппозиции. И тут еще один удар. Усилилось давление антикоррупционных органов на окружение Зеленского. НАБУ и САП заявили о разоблачении еще одной коррупционной схемы с участием высокопоставленных чиновников. Получается опасная для Зеленского комбинация. Бывший союзник говорит о кризисе власти и выставляет требования. Антикоррупционное расследование бьет по окружению, а недовольство внутри страны становится все заметнее. Кремль уже использует эту историю, заявляя о расколе в Киеве. Издание отмечает, что реальная потеря власти президенту пока не грозит. И нет оппонента, способного бросить Зеленскому полноценный вызов. Первое лицо государства под подозрением в шпионаже. Скандала такого масштаба Словения не видела давно. Правящая партия требует немедленно отлучить президента страны от секретных разведсводок, потому что Наташу Пирц-Мусар теперь подозревают в связях с российской разведкой. А началось все с банальной аварии на трассе. Президент попала в ДТП. Но, как оказалось, в машине она была не одна, а с подругой, россиянкой, у которой к тому же была связь с бывшим замглавы словенской разведки, сбежавшим в Россию еще в 90-х. Парламентская комиссия по безопасности уже созвала экстренное заседание, чтобы запросить у разведслужбы доклад о возможном вторжении российских служб прямо в кабинет главы государства. По-другому стали поглядывать и на президента. Пирц-Мусар при всей публичной критике российского вторжения в Украину регулярно летала в Москву и Петербург, включая новогоднюю поездку буквально за пару месяцев до начала большой войны. Теперь стране предстоит большое разбирательство. Невероятно, но факт. Кремль просит помилования. Правда, не в Гааге на скамье подсудимых. Журналисты просто спросили Пескова, встретится ли Путин с Канье Уэстом в преддверии концерта в Петербурге. Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента. Заявление Пескова сразу же уронило Мосбиржу. Стал ли поводом факт, что Канье клюквой с медом в Кремле не угостят? Загадка. Американским рэперам, восхваляющим Гитлера и называющим себя нацистом, уже восхитились в Госдуме. Чиновники как-то разом забыли о его скандальном прошлом. Ведь не кто-нибудь, а настоящий американец изволил почтить Россию визитом. Но не все готовы просто закрыть на это глаза. Z-пропагандист Сергей Мардан в эфире Соловьев Лайв с горя устроил friendly fire и набросился почему-то на «Газпром» за организацию концерта. Но вот мне интересно, когда этот стыд прекратится? То есть вот братьев Тейт, этих похабных, которых привезли на ПМФ, вот этот старый педофил, который называет себя отцом Илона Маска, с которым таскаются как дурак с писаной торбой. Ведь это ж кто-то делает, кто-то ж тратит на это бабки. Зачем?
Вы что, план выполняете по прорыву культурной блокады России? Вот то же самое с Канье Уэстом. Пока Кремль штурмует культурный фронт, россиянам закрывают границы. Правда, только определенным. В Пермском крае нескольким собственникам земли запретили покидать РФ за то, что они не боролись с борщевиком на своем участке. Формально все по закону. Люди дважды проигнорировали судебное предписание навести порядок. Но как только им реально ограничили выезд, сорняк на участках чудом исчез в считанные дни. И запретительную меру сняли. Борщевик настолько опасен для российского государства, что в Подмосковье и Петербурге теперь натравливают на него искусственный интеллект. А на днях пенсионера из Волгоградской области оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить беспилотник из ружья. Вот и думайте, что опасней для Российской Федерации. Еще один шаг ближе к границе. Десятки миллионов евро потратят на военную инфраструктуру буквально в 2 шагах от Беларуси. Правительство Литвы строит новый военный лагерь на полигоне Рудненкай для размещения немецких солдат и других военных НАТО. Это крупнейший проект военной инфраструктуры за всю историю Литвы. 190 гектаров, жилые и складские здания, техническая инфраструктура и транспортные связи. Завершить все планируют к первой половине 2028 года, а обойдется все в 40 миллионов евро. Главный жилец этого лагеря – немецкая 45-я танковая бригада, которую Германия создает именно в ответ на растущую угрозу со стороны России. Почти 5000 военнослужащих и 200 гражданских специалистов. Она же возьмет на себя командование многонациональной боевой группой НАТО в Литве. Вторжение в Европу началось, но не там, где все ожидали. После массового прорыва в испанскую Сеуту мигранты добрались до материковой части страны. Переполненный катер высадил более 60 человек прямо на популярном пляже у элитного курорта. Отдыхающие в панике покидали берег. Если мигрант может добраться до такой бухты, высадиться на виду у граждан и уехать, мы должны спросить себя, как работает контроль наших морских границ. Всего несколько недель назад десятки тысяч мигрантов рванули через границу из Марокко в Сеуту. По некоторым оценкам, их количество доходило до 80 тысяч. Испанские власти были вынуждены перебрасывать в анклав дополнительные силы полиции и военных. Теперь кризис вышел за пределы города. Нарушителей испанских границ уже задержала гражданская гвардия. Москва перешла от слов к делу. Истребители НАТО открыли огонь. Румынские F-16 сбили морской дрон со взрывчаткой в Черном море, который приближался к газовой платформе «Нептун-Дип» в исключительной экономической зоне Румынии. Украинская сторона сразу сообщила Минобороны, что отношения к беспилотникам не имеет. 11 августа возле той же платформы уже уничтожали 2 дрона типа «Гербера» российской разработки. На инцидент жестко отреагировали в Европе. Продолжается эскалация кампании угроз, которая тревожит наших граждан и стремится разделить наш союз. Это гибридная война. Небо и вода у восточных границ Европы явно перестают быть спокойным местом. Катастрофическое решение командования. Пока Россия и Украина выстраивают целые армии дронов и наземных роботов, американцы решили пойти в обратную сторону. Единственный в США специализированный дроновый батальон, который создавали, чтобы учиться воевать, также вернется к обычной роли десантной пехоты. Идея массовых беспилотных штурмов на этом фактически закрывается. ИО начальника штаба сухопутных войск США генерал Кристофер Ланиф взял курс на возврат к истокам и сворачивает инициативу своего предшественника Рэнди Джорджа, которого весной уволил глава Пентагона Пит Хексет. При этом батальон успел даже отправить бойцов в Киев на встречу с украинскими операторами дронов. То есть команда там прекрасно понимала, зачем все это нужно. Конкретики, что придет на замену закрытому батальону, армия пока не дает. Раз страна уже давно погрязла в войне, пусть и убивать теперь может кто угодно. Границы между линией фронта и глубоким тылом для Кремля стираются окончательно. Правительственная комиссия одобрила законопроект, который дает военнослужащим МЧС право применять огнестрельное оружие при исполнении. То есть спасателей, которые должны тащить людей из-под завалов, официально наделяют функциями той же Росгвардии. Формальный повод – работа МЧС на оккупированных территориях Украины. Почему-то, по версии властей, там может быть опасно. По факту спасателям дают настоящий карт-бланш. Стрелять разрешается почти по любому поводу, независимо от тяжести преступления. Даже правительство испугалось собственной формулировки и потребовало уточнить, кого и что именно защищают МЧС. Раз оружие нужно даже пожарным, похоже, вся Россия теперь официально считается зоной боевых действий.
Еще одна страна НАТО готовится к роли прифронтового тыла на случай, если война докатится и до нее. Чехия усиливает территориальные силы армии. Они будут защищать электростанции, энергосети, транспортные узлы и ключевые дороги. В случае нападения основные сухопутные бригады армии перебросят на восточный фланг, а значит, защита важных объектов внутри самой Чехии ляжет на территориальное подразделение. Главная причина этой реформы, конечно же, Россия. Если Путин решится испытать альянс на прочность, Чехия должна стать транзитной страной для союзных войск. Власти также готовят пересмотр кризисного законодательства, чтобы быстрее реагировать на стихийные бедствия, террористические угрозы и внешнюю агрессию. Топливный крах, который Москва устроила сама себе, напав на Украину, вынудил союзников идти фактически на предательство ради собственного выживания. Таджикистан, страна, которая десятилетиями зависела от нефти из РФ, пошел с протянутой рукой к главному российскому союзнику – Ирану. До 80% топлива страна годами получала именно из России. Теперь этот кран, похоже, пересыхает на глазах. Как сообщает Reuters, Душанбе просит у Тегерана почти 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов – сырую нефть, дизель, бензин и авиатопливо. Масштаб такой, что понадобится больше 50 тысяч железнодорожных цистерн. Украинские дроны выжигают российские НПЗ быстрее, чем Кремль успевает их восстанавливать. Дошло до того, что страна-бензоколонка сама сократила экспорт бензина и дизеля в Центральную Азию. Таджикистану досталось больнее всего. Еще в июле министр энергетики страны признал, что запасов хватит лишь на 60 дней. Параллельно Душанбе уже стучится в двери Казахстана, Туркменистана, Ирака и даже Беларуси, лишь бы не остаться без топлива этой зимой. Армия РФ экстренно усиливается. На фронт едет новое, до ныне неведомое оружие. Кости 600-летней давности. РПЦ неожиданно обнаружила при реставрации Архангельского собора Кремля останки князя Дмитрия Донского. И тут же решила отправить их прямиком на линию боевого столкновения, поближе к так называемым героям СВО. Но прежде чем посылать мощи в бой, их лично приехал проверить сам Путин. Достаточно ли они чудесны, чтобы победить Украину? Осмотрев останки с умным видом, Путин перекрестился и признал, что все идет по плану. Точнее, что уже обсудил с патриархом Кириллом дальнейшие планы. Чем мощи должны помочь оккупантам, не уточнил. И не хочет ли сам Путин привести свои мощи на свое же СВО тоже. Там, где раньше условия были слишком суровыми, теперь собираются тысячи гигантов. Ученые зафиксировали у восточного побережья Гренландии больше 16 тысяч китов разных видов за одно лето. Причем некоторых здесь раньше почти не встречали. Арктика стремительно меняется. Морской лед отступает, вода становится теплее, а вместе с этим на север приходит рыба. Для китов это настоящий пир. Горбачи, финвалы и малые полосатики теперь массово кормятся там, куда раньше их просто не пускал лед. Для ученых сигнал довольно тревожный. Экосистема Восточной Гренландии буквально перестраивается на глазах из-за потепления климата. С другой стороны, киты нашли себе дом и, кажется, чувствуют себя прекрасно. Возможно, это единственное место на планете, где потепление хотя бы для кого-то обернулось настоящим праздником. Спасибо, что выбираете нас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного, и до новых встреч на Нехта.